Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем евангельском рассказе как-то встречаются истории судьбы двух женщин. Совсем молоденькой 12-летней девочки и уже взрослой женщины. Обе эти женщины страдают, но Господь сам приходит к ним, интересуется их судьбой, берет на себя их страдания и исцеляет их. Вот читаем в тексте сегодняшнего Евангелия. Вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. Пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. 12 в семитской культуре – это число полноты, символическое число. Но 12 лет также в 12 лет наступал взрослый возраст. И вот, когда эта девочка уже прожила все детство, для нее должно начинаться взрослое время своей жизни, она при смерти умирает. А вот другая женщина, взрослая, она, можно сказать, целую жизнь прожила в страдании, потому что она также 12 лет, это вся продолжительность жизни вот этой девочки, она жила в болезни, она кровоточивая, и так долго она страдала. Вот о судьбах этих двух женщин и заботится сам Господь. Кроме того, насчет вот взрослой кровоточивой женщины, Лука нам сообщает интересную деталь. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. И не будем забывать о том, что Лука по преданию врач. Поэтому прекрасно понимает, что означает истратить все свое состояние совершенно напрасно, когда врачи не могут помочь. Вот в этом состоянии и живет эта кровоточивая женщина. Дальше пишет евангелист Лука. Когда он, Иисус, шел, народ теснил его. И вот женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним наставник: народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал: прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дщер, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вот эта женщина кровоточивая, которая так долго страдала из-за своей болезни, тут мы должны иметь в виду, что есть еще символическое значение этой болезни. Ведь то, что она кровоточива, означало для благочестивых людей некая нечистота, нравственная, духовная. Ведь известно, что кто случайно даже прикасался к чужой крови или к трупу, к мертвому телу, тот осквернялся и не мог вернуться в сообщество верующих, как только через очищение.
Поэтому получается, что, прикасаясь к Иисусу, эта женщина нарушает закон и традицию, притом именно, собственно, религиозный закон. Мало того, не только никто не должен был прикасаться к женщине, которая кровоточива, но она сама не должна была находиться в местах, где было скопление людей по этой же причине. Поэтому мы видим, что эта женщина нарушает все эти благочестивые традиции. Почему? Потому что ее жажда жизни сильнее. Но ведь эта жажда жизни в конкретном случае означает все-таки несоблюдение традиций и закона. А вот именно такое поведение Господь называет верой. Ведь Он ей говорит: «Вера твоя спасла тебя». Ну, а теперь давайте вернемся к первому герою сегодняшнего рассказа, то есть к Иаиру. Он первым подошел к Иисусу и попросил о помощи. Его дочь при смерти. Но Иисус явно дал ему понять, что он готов помочь. Но вот по дороге вдруг кто-то другой его останавливает. Совершенно посторонняя женщина, которую Иаир не знает, которая, кстати говоря, нарушает традицию. А Иаир же начальник синагоги. Так вот, а Иисус останавливается с этой незнакомой женщиной и никак не спешит к нему, к Иаиру. Я вот пытаюсь каждый раз, перечитывая этот рассказ, себе представить, какие чувства должны были быть у этого бедного отца. А вот когда вдруг Господь совершил исцеление, все закончилось положительно для этой кровоточивой женщины, и, наконец, Иисус идет в сторону дома Иаира, вот что приходят из его дома и говорят ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Можете себе представить, что вот прошло через сердце Иаира в данный момент. Но Иисус ему говорит: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Весь этот евангельский рассказ нам говорит о том, что такое вера и что такое испытание веры. То есть о том, что нужно преодолевать какие-то препятствия. Вот как раз преодолевая препятствия, женщина кровоточивая, которая вынуждена не обращать внимания на благочестивую традицию, потому что вера для нее сильнее соблюдения традиций. Но еще более удивительный случай с Иаиром. Ведь Иаиру говорят о том, что дочь уже умерла. И тем не менее он продолжает верить по призыву Господа. А вот верить тогда, когда уже совсем ничего нельзя сделать, когда уже наступила смерть, вот это вершина веры. И потому именно Господь и совершает и это чудо. Вот читаем у Луки: «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица, встань. И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел ей дать есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. Как я уже говорил, очень важно то обстоятельство, что женщина кровоточива нарушает традицию. Она прикоснулась к Господу, несмотря на то, что это строго запрещалось. А вот случай с дочкой Иаира
здесь сам Господь нарушает традицию, потому что, как мы читали, Он взял ее за руку. Это не единственное место в Новом Завете, где Иисус именно так и поступает, когда Он воскрешает юношу, единственного сына вдовы, который носит уже на кладбище, когда уже идет похоронная процессия, Он также дотронулся до трупа этого мальчика. То есть, вот как будто намеренно Господь тут и там нарушает благочестивую традицию. Как будто нам говорит, когда выбор состоит между исполнением традиции и выполнением традиции и милосердием, прежде всего должно быть милосердие. Дело в том, что здесь исполняется пророчество. Господь – это тот, который взял на себя наши грехи и наши болезни. Вот пророк Исаия об этом пишет. «Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Здесь происходит самое удивительное, что ни кровоточивое оскверняет Господа, и не труп мертвой девочки оскверняет Господа, а ровно наоборот. Он, как господин жизни, этим уже мертвой девочке и страдавшей женщине он передает жизни. То есть между жизнью и смертью жизни сильнее. Мне кажется, этот рассказ об этих двух исцелениях нам говорит очень важную вещь. Когда все исчерпано, потому что, как в случае с кровоточивой женщиной, которая 12 лет болела и обращалась ко всем врачам и ничего не могла добиться, вот когда все исчерпано, Господь может действовать. И даже когда нет никакой надежды, потому что смерть уже наступила, как в случае с девочкой, дочкой Яира. Разве это не значит, что Господь может все разрешить? Сколько есть ситуаций, о которых мы говорим уже, но ничего невозможно делать, и никто не может повлиять, никто не может эту проблему разрешить. Подумай, например, о войне. Действительно, никто, даже все сильные мира сего, не могут эту проблему решить. Но Господь нам говорит: не бойся, только веруй. Это чрезвычайно актуально, друзья мои.